Всем здорово, народ. Значит, давненько я не играл за Дестра Варлока. Прямо недавно очень сильно ручки зачесались, поэтому сегодня у нас будет ПВПшка за разрушение чернокнижника. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Итак, давайте покажу вам быстренько свой фишечный билдачок. В среднем выкачивается, конечно, не так, как у меня. Не берут талант поглощения души, не берут талант обжигающего стрелу тьмы, а просто в тройку выкачивают защиту пустоты. Мне же моя раскачка кажется более интересной, поэтому я бегаю таким вот образом. Что касается символов, большие символы — это символ поджигания, символ суккубы и символ на пламя тьмы. Если вы бегаете не с суккубой, даже несмотря на то, что вы Дестра Варлок, почему бы и нет, можно брать символ жертвенного огня, который увеличивает нам урон, соответственно, периодически на 10% с этой способностью. Малые символы без изменений всегда берем символ бесконечного дыхания, символ похищения души и символ проклятия изнеможения. И смотрите, какая ситуация, народ. Я создал себе нового персонажа, соответственно, и поскольку я давно за Дестра Варлока не играл, в принципе, мне нужно отыграть сначала 3 БГшки, их победить, и только потом меня пустят на солоку. Чем мы сегодня и займемся? Отыграем несколько БГшек, погнали. Итак, нашло мне БГшку, ну смотрите, поскольку я хороший тиммейт чернокнижник, я все-таки давайте поставлю ритуал душ, поставлю источник душ, чтобы все камень могли взять. А то, знаете, бывает даже на солоку заходишь и не всегда там чернокнижники источник душ ставят. Это, конечно, бывает неприятно. Значит, бегал вот в таком билде, покажу вам даже в английской локализации. Вдруг вы тоже на Вармейне будете играть, вам будет полезно. Вот такие вот символы, вот такие вот, соответственно, у меня были таланты в рамках данной БГшки. Ну все, понеслась, полетела душа в рай. Очевидно, когда мы играем за лока, хочется поставить себе телепорт на отступление, потому что вот если уж в нас упорится, то может быть неприятно. Так, кнопочку нажал, мгновенный сейв, по сути, для себя сделал, и все. Можно чилить. Супер давно не играл за Варлока, и как же приятно впервые вот нажать это неистовство тьмы, и, блин, вот, ну, кайфовый спек, реально кайфовый. Понятное дело, что, может быть, Афлилок будет посильнее, и на БГ, и на солоке, но вот в любом случае настолько кайфово, как за Дестра Варлока, у вас не получится сыграть за другие вариации чернокнижника. Но это, опять же, имхо. Мне вот супер нравится Дестра Варлок, его по кнопкам, скажем так. Становится немножко душновато. На самом-то деле я решил здесь немножко отойти, потому что, ну, вдруг там ДК как-то сейчас меня упорится. Но на самом-то деле это было не обязательно. У нас Тима здесь продавила вражин. Не без нашей помощи, соответственно, и будем уже сейчас дальше упарываться в противничков, прям добить их до кладбона, видимо, уже до победного, хочется именно этим и заняться. То, что КДшится 20 секунд неистовства тьмы, для БГ это невероятная имба, то есть вот этот массовый стан по области с КД в 20 секунд, это невероятно классно. Поймал, короче, соблазном друида, пока он был в форме, соответственно, гуманоидной, не в дереве, и все, и откис после этого пацанчик, вражеский игрок. Не, ну когда вот так вот на фрикасе стоишь и раздаешь стили, это, конечно, ну это не может мне нравиться, это прямо супер флекс, да. Нормально, нормально. It's okay, это хорошо. Опять же, когда залетает вот эта огромная стрела хаоса просто в противника. Кстати, в ДК же можно сквозь зеленку стрелять. Это вообще тоже еще флекса и кайфа добавляет. Прикинь, если бы еще Холостбол пробивал, допустим, Бабл Паладина или какую-нибудь Глыбу Мага. Не, ну это уже была бы слишком мой бан тогда, наверное, ладно. Ладно, окей, это влажные фантазии. Это влажные фантазии. То, что зеленку пробивает, уже хорошо на самом-то деле. Против ДК любому кастеру играть неприятно. Но у Дестра Варлока есть такой чуть-чуть ключик, который немножечко под этот замок подстраивается. Все равно, конечно, понятное дело, одного хаусболта не хватит, но уже что-то вы можете коснуть в ДК, пока он под зеленкой. Это уже вам гораздо приятнее делать весь геймплей в принципе. Ну и вот, понятное дело, сейчас, конечно, уже хочется прям сильно на солоке залететь, потому что, ну, там вот весь флекс, там весь кайф. БГ, понятное дело, это так именно раскликаться, но, кстати, руки помнят. Руки, на самом деле, действительно более-менее помнят, и вот уже кнопки, я опять уже вспомнил, как у меня примерно бинды были, выставил также примерно, как у меня все это было, и вроде бы смотрится неплохо. Но, опять же, ротация довольно простая, то есть ты поджег, сначала жертвенный огонь, потом поджигание, у тебя 3 ускоренных каста, и ты, скорее всего, нажимаешь одну стрелу хаоса, и потом 2 испепеления, да, или как это называется. Ну, это дефолтный огненный спел, который вот так вот змейкой летит в противника. Естественно, по КД нажимаешь еще стан, и вот в те случаи, когда надо, можно закинуть койл, опять же, чтобы противничку было неприятно. То, что койл, кстати, еще, ну, опять же, фишка, которая против ДК супер полезная, да, койл перерождением не диспелится. Хотя, казалось бы, тоже как бы а-ля страх, но уже, видимо, другой немножко страх, и поэтому, да, если ДК нажимает перерождение, это его не спасает от нашего кайла, что тоже приятно. Какой-то душный охотник, да? Ева Элфи на охотнике против меня. Душный охотник близко не подходит, позиционку держит. Он и урона из-за этого особо не выдает по нашей команде, но и не умирает из-за этого, понятное дело.
как бы да. Хочется его уже, вот уже второй раз или даже третий я на него курсор, так скажем, и внимание перевожу, но нет, не дается. Пацанчик постоянно убегает от нас, не дает нас его захотеть. Вот так вот, поймать его за жопу не дает. Но у нас здесь слишком много, у нас вот Тима просто без шансов вообще выносит всю вражескую команду. И, естественно, в такие матчи играть супер приятно. Ну, потому что ты просто стоишь на фрикасте, кнопочки раздаешь, дэмэдж летит, циферки крутятся. Кому это может не нравиться. Мне приятно, потому что, опять же, да. Мне сейчас особо не важно, победа или поражение. Важно, конечно, нужно 3 БГшки победить. Но самый тот сок, что сейчас происходит, это нужно вот вспомнить кнопки. Это топ-1 задача, в принципе, на несколько БГ, которые я сейчас буду отыгрывать. Просто вспомнить, как кнопки жать, если у меня проблемы с каким-то вспоминанием чего-то. Но хотя, вот, не знаю, на первый взгляд кажется, что нормально. Опять же, понятное дело, в солоке все должно быть по-другому. И вот здесь что-то немножко суккубы у меня происходит. Если слишком далеко противник, я когда нажимаю свой макрос, видишь, она не хочет бежать. Не хочет она бежать. Надо вот посмотреть, почему это так плохо работает. Спряталась Ева Эльфи за корнем дерева, за коряшкой, и вот подходит только, когда перед ним есть его какой-то тиммейт. Сейчас, например, видишь, паладин побежал, и вот только тогда Хант вышел вперед и начал, соответственно, отыгрывать. Кстати, в чем суть? Вот вы можете заметить, что я трачу мгновенный каст, когда он прокает, да, на стрелу тьмы, потому что я себе в талантах, соответственно, взял поинт, который дает мне маленький шанс, по-моему, что-то процентов 20, да, или 10, что если я стрелой тьмы попадаю по противнику, на нем будет дебаф с этой стрелы повешен, который увеличивает крит там или что-то типа того. Надо прочитать, что конкретно он дает, я уже забыл. Но, в общем, да, у меня маленький шанс на это есть. И поэтому, когда мне прокает мгновенный каст, я его трачу не на испепеление, соответственно, а на стрелу тьмы. Просто стрелой тьмы мгновенно кастую. Чуть позже вы поймете почему. Потому что вот один раз я когда кастану это, по-моему, в ДКшниках, кстати, мы все-таки настигли этого охотника. Я вот буду кастовать потом стрелу тьмы и прокнет дебаф на противника. И вот если он прокает, то уже ты солидно получаешь. Плюс 1 дебаф по противнику, почему бы и нет. Хотя я потратил на это всего лишь 1 поинт в талант. Ну, это так, знаете, чисто ради разнообразия. Понятное дело, что суперстандартная и базовая сборка, она не подразумевает, что ты будешь использовать и надеяться на этот прок. Но, в принципе, 1 поинт взять, потратить, почему бы и нет. В общем, сильно эта погода не делает, я решил именно через такой билдачок поиграть. Тут мою девочку хотят загатить. No way, нужно ее хилить. Не дадим ее в обиду. Вот, Рестор Друид видит, молодец, подхилил. Вот на Вармейне, даже на БГ, мой тиммейт-лекарь на Рестор Друиде сейчас начал хилить моего пэта. Ты вообще представь? На Сирусе, типа, когда вот я играю в Солоки, там... Даже там, на солоках, когда это супер важно, лекари не хилят пэтов. Это прошлый видос, если вспомнить. Литерали там это, вот, ну, это не в чести там хилить пэтов лока. Не знаю почему. Поэтому я думаю, на чернокнижнике, на Вармейне будет в солоках играть гораздо приятнее, потому что Варлоку надо, чтобы его как бы сейвили свои тиммейты. Надо, чтобы, ну, допустим, вот играешь ты в тиме, ну, допустим, прокнул ДК, да? Ты на Варлоке, у тебя тиммейт ДК и какой-нибудь лекарь. Если твой тиммейт ДК не будет помогать тебе чем? Постоянно накидывая оковы на противников, там, гриппая, снимая с тебя фокус и так далее, то вот тебе будет очень тяжело играть, потому что в тебя могут просто упороться и будут тебя до талого долбить. Понятное дело, что ты на Варлоке как бы можешь пожить, но под постоянным прессингом, если помощи вообще никакой тебе не оказывают, то, ну, все, катка закончится. На Вармейне это понимают, и если вот на Вармейне в локу упарываться, его тиммейты ему помогают, представьте себе. И поэтому я думаю, что здесь мне будет играть, ну и в принципе любому варлоку будет играть приятнее, комфортнее, и поэтому можно будет больше стиля выдавать на солоках. Но это пока только предположение, я еще не знаю, посмотрим. Получилось здесь у меня поймать охотника. Дэмэдж, конечно, супер солидный, супер колоссальный, вот буквально там 3-4 спала нажал, и у пацанчика на ханте лицо практически фул улетело. Вот смотри, прокает сейчас мне мгновенный каст. Я кидаю стрелу тьмы, видишь, дебаф на 30 секунд повесил на ДКшника. Вот ради чего, соответственно, я беру тот поинт. Ради чего выкачиваю тот талант. Да, это будет прокать не постоянно, там шанс не очень большой, но в любом случае, если повезет, то он будет. И почему бы его не взять? Вот такая вот первая БГшка, топ-2 дэмэдж. Вообще, в принципе, получилось нафармить. Мне понравилось. Варлок супер кайфовый. Народ, смотрите, весь мой дополнительный контент вы можете найти на Бусти. Там у меня присутствуют гайды на различные классы и спеки. Также присутствует гайд с полной настройкой интерфейса и аддонов под PvP. Также там присутствует личный чат, в котором вы можете со мной связаться, и отвечаю на все ваши вопросы. Поэтому, если есть желание поддержать канал Копеечка и получить за это дополнительный контент, то приглашаю на свой Бусти. Переходи и подписывайся.
Давайте вот посмотрим еще одну котичку. Вообще я сыграл 3 всего БГшки за день. Значит, первую я вам показал, вторую без шансов нас вынесли, поэтому я ее скипнул. Вот третья, соответственно, котейка. Против нас боевые пацанчики на Бладласте уже бегут к нам. Соответственно. И вот на меня вскрывается разбийник и Ферал Друидыч. Я, естественно, тринкую. Решил койл закинуть в разбийника и улизнул. Улизнул просто на телепорте, нормально выживаем. Ты посмотри, что хотели сделать. Загатить меня хотели, это вообще офигеть, конечно. Они противнички. Меня пока что мои тиммейты лекари не видят, поэтому я нажимаю макрос, который меняет мне стойку. Сначала я нажимаю демонический доспех, да, вроде он демонический называется, который повышает нам броню и, соответственно, захилку увеличивает. И после этого съедаю свой камень жизни. Такой полезный макрос, он дефолтный, базовый, но при этом полезный. Понятное дело, там во время солоки, условно, ты хочешь изначально даже, наверное, в демоническом доспехе бегать. Но вот на БГ ради доп-дэмэджа доспех лучше сменить на второй. Доспех скверный. Не помню, как они по-русски называются, но вроде бы таким вот образом. Вот так вот. Надо мне, кстати, обновить гайд на Дестра Варлока, потому что, во-первых, скоро будут созвездия на Сирусе менять, это первый пунктик. Второй пунктик, я дополнительно макросов себе много новых таких создал на управление пэтами в основном, чтобы, опять же, удобнее это все было. То есть пэта направил, пэта к себе вернул, потом пэт, который атакует по маусоверу, чтобы тотемы всякие ломать, при этом там на соблазны, тудым-сюдым, на немоту и так далее. В общем, да, надо бы гайдец тоже подобновить. Ну, соответственно, здесь тоже повезло с командой, поэтому вот достаточно такая свободная игра. Здесь заферять, конечно, в идеале Фералыча, чтобы просто времени немножко выиграть, соответственно. Поджигаем его, замедляем, хаосболт, и все, пацанчик отправляется в Твер, но мне еще мой Паладиныч помог, понятное дело. Ну, с Кайлом было бы гораздо проще. По-моему, у меня койл был на КД, да, я не мог его Ферала закинуть без Кайла, понятное дело. Приходится немножечко танцевать с бубном. Но на самом деле у Варлока какая самая большая проблема? То, что ты хилиться особо не можешь. Ну, это высасывание жизни, это, понятное дело, вообще не то. И если ты играешь в солоки, у тебя есть лекарь, тиммейт, то все хорошо. А если ты играешь, там, условно, двойку, какую-нибудь или 1x1, то, понятное дело, вот слишком сильно ХП разменивать нельзя, потому что у тебя тупо оно может очень быстро в моменте закончиться. На Сирусе я себе качал профессию, кстати, травничество ради этого, потому что там у тебя появляется активка, которая тебе ХП регенит, столько же, сколько один камень жизни, короче. У тебя, по сути, 2 камня жизни становится тупо из-за травничества прокачанного. Но здесь на Вармейне можно вкачать себе только 2 профессии, в принципе, как и на стандартном личе. Поэтому я себе выбрал такую классику, типа кузнечное дело и ювелирное. Ради 2 дополнительных сокетов и ради 3 усиленных гемов. Так вот, типа по базе, по классике. Но данная БГшка получилась прям совсем однокалиточная. Мы их вообще с кладбона не выпускали, поэтому я вот перемотал уже под конец. Будем, наверное, закругляться, раз уж такая пляска пошла. Мне нужно будет выиграть еще одну БГшку. Я это все-таки, наверное, сделаю вне видоса. Там просто где-нибудь сыграю и уже пойду в солоки. Хочется именно в солоках поиграть, пощупать Варлока, как он здесь себя будет ощущать. Но опять же, за Дестра Варлока лично мне играть супер приятно. Просто из-за вот этих огромных спалов по типу Хаусболта, массовый стан-то как он? Неистовство тьмы, вот такие прям сочные, смачные такие спылы прям, которые мужицкий лок, я его называю, мужицкий. А Фливарлок так типа дотки накинул и побежал, полосал противника, потом снова дотки накинул. Ну нету в этом силы, а вот в Дестра Варлоке сила чувствуется. Поэтому ждем, народ, да, ждем следующий видос, я думаю, уже будет именно по солокам на Дестра Варлока. На этом на сегодня будем закругляться, народ, видос завершаю. Всем удачи, всем прогрессии в ПВП, всем пока.